То, что для последнего ролика в рамках проекта культовых фильмов я выбрал картину «Достучаться до небес», я бы назвал это провидением. Вообще, мне кажется, в жизни провидением мы называем вот момент, когда мы творим какую-то херню, а потом вдруг оказывается, что это было не зря. Что из этой ерунды вырастает нечто полезное, мы говорим провидение, то, что я именно таким путем в жизни пошел. Так вот, абсолютно мало чем обоснованное решение взять картину «Достучаться до небес» вылилось чрезвычайно интересными наблюдениями и глубоким проникновением в принцип формирования этого до боли простого сюжета. В фильме Томаса Яна «Достучаться до небес». Прежде всего, картина удивляет своей кондовой простотой. Уже через 6 минут, в прямом смысле слова, мы знаем о том, что произошло. Двое молодых людей, разных по характеру, узнали о том, что они смертельно больны. Мало того, что им остается буквально считанные дни до смерти. И дальнейшее развитие событий, оно заключается в том, что они пытаются сделать в жизни то, осуществить те желания, которые они за всю свою жизнь не успели осуществить. Такая очень простая, трагическая, очень трогательная и, скажу честно, с первого внешнего вида абсолютно кондовая, в хорошем смысле слова, кондовая история. Почему кондовая? Потому что нас режиссер, создатель картины, бьет по голове с первого момента. Нет такого, чтобы мы о чем-то вот как бы так трагически догадывались, чего-то не понимали, что-то пытались доосмыслить. Нам все предельно ясно. Вот появился герой в кадре, и нам через 5 секунд ясно, кто он такой, по характеру. Появился второй, нам через 5 секунд ясно, кто он такой. Нам все выдается сразу и абсолютно ясное и понятное. И здесь возникает только один вопрос: где здесь должен гнездиться смысл? Потому что, как показывает практика разборов, там, где все ясно, смысл не живет. Потому что ясная картина не позволяет фантазии зрителя включаться и проживать вместе с героями. Как бы не остается места, где фантазия может поселиться. Фантазия селится там, где есть символы и недосказанность. Поэтому первый вопрос, который я ставил перед собой по поводу этой картины: как они при кондовом сюжете сохранили фантастическое эмоциональное воздействие. То есть, где спрятан механизм, формирующий смысл при внешнем якобы отсутствии символов. Это был первый вопрос, который я ставил, и дальше по ходу разбора у меня возникали все более и более интересные разборы. В результате я докопался до того, что я ошибался. Что при внешней кондовости этот фильм имеет гораздо более сложную структуру. Слава тебе, Господи! И этот фильм, он для меня не обесценился, как некоторые другие. И скажу честно, что я буду его пересматривать неоднократно, и теперь я его понимаю с другой точки зрения. Вижу те механизмы, которыми хочу в конце концов с вами поделиться. По ходу просмотра материала фильма, по ходу анализа ролей персонажей, я все время ловил себя на ощущение, что есть какой-то такой то ли холодок по спине, то ли какая-то... Я всегда... какое-то, знаете... Как будто ты смотришь, а тебя так немножко кошки внутри чуть-чуть скребут. И не в том смысле, что тебе грустно или весело, а в том смысле, что ты чувствуешь какой-то обман, который ты не можешь заметить, но ощущаешь его присутствие. И после многократного, многодневного разбора материала я вдруг обратил внимание на некоторые аспекты, которые меня последовательное изучение которых привело меня к чрезвычайно интересным открытиям. Первые аспекты заключались в том, что я не мог объяснить некоторые сцены и некоторых героев, прям как в Шекспире, когда ты цепляешься за то, что ты не можешь объяснить, и приходишь к интересным выводам. Я не понимал, для чего появляется девочка на таком странном фоне,
куда-то смотрит в разные стороны, потом почему-то уходит. Я не понимал, какой внутренний текст присутствует в продавщице в магазине, который продает им костюмы. Причем я вижу, что он очень яркий. Я вижу, что она-то точно знает, что она переживает. Но я ситуацию чувствую, я в нее верю, но я не могу объяснить, что она, как актриса, какую историю в данный момент она транслирует. Мальчик, которого сбили два придурка, вот его такое поведение странное. Что? Козлы сели в машину, и что? И когда он в машине, когда он уже в больнице кричит: не отпускайте их, не отпускайте их. И к нему уже идут с пистолетом, а он все кричит: не отпускайте их. Я не мог понять, почему он так поступает. Ну хорошо, предположим, это капризный ребенок, которого сбили вот эти два придурка, и он от них хочет получить каких-то плюшек. Ну я не знаю, покататься на Мерседесе, чтобы они заплатили за него в больнице, это я понимаю. Но то, чем занят мальчик в этот момент, называется одним словом: тянуть время. Он тянет время, стараясь максимально удержать их именно в этой локации, не получая при этом никаких бонусов, мало того, еще и рискуя своей, если не жизнью, то как минимум здоровьем. И таких сцен, где персонажи ведут себя необъяснимо, но в рамках некой своей неизвестной мне логики, с десяток набралось в фильме, я сейчас не буду все перечислять, но они начали меня тревожить и начали складываться в какую-то картину глубокого непонимания материала. Я даже хочу на этом моменте остановиться, потому что многие люди, желая анализировать какие-то творческие аспекты, не знаю, пьесы, фильмы, вообще что-либо анализировать, они все время занимаются тем, что они ищут ответы. Почему это, почему это. На самом деле гораздо более важный, более сложный процесс работы – это поиск не ответов, а поиск вопросов. Когда ты последовательно выбираешь из материала те фрагменты, которые не имеют объяснения. Находить объяснение, когда у тебя есть поле, очень легко. Самое сложное – обнаружить поле из того, чего ты не понимаешь. Трудно найти то, о чем ты не знаешь ничего. Вот к чему я пытаюсь привести. Так вот, после наблюдения за персонажами, которые многократно действуют, совершенно непонятно в каких интересах, я вдруг обратил внимание на загадочную особенность изображения наших героев в кадре. Фильм можно условно разделить на две части. Это часть до момента, как они попали в больницу, пока они ехали в поезде, пока они присутствовали в какой-то обычной бытовой жизни. И момент, когда они узнали о своем диагнозе, выпили текилы и поехали на приключения. Вот после того, как они выпили текилы, это вторая часть фильма. Так вот, они по изображению катастрофически отличаются. Прежде всего тем, что во второй части, где они путешествуют, исполняя свои мечты, вокруг них нет людей. Ужасно нелепо этот цвет. Руди, прекрати. Красный – это твой цвет. Я хотел сказать... Я знаю. Если мы посмотрим на начало, они вокруг, люди вокруг них,
олицетворяют какую-то обычную бытовую жизнь. Идут куда-то люди, какие-то поезда, какие-то нюансы, какие-то диалоги. Они вступают глазами в диалоги с кем-то, кто их окружает. То есть мы видим, что это обычная жизнь, снятая в обычном месте, на обычном вокзале. Когда мы смотрим на все, что происходит после распития текилы с лимончиками и солью, нам режиссер непрозрачно намекает, что это не совсем бытовое пространство. Мы просто берем кадры друг за другом, мы видим здесь пустой город, здесь обезличенные автомобили едут мимо, здесь тени людей мелькают на заднем плане, но они как будто бы существуют везде в пустоте. И если это еще объяснимо в моменты, когда они выезжают на природу, где они одни, то это совершенно необъяснимо в моменты, когда они находятся в городе, приходят в магазин, приходят в гостиницу. Они в пустоте, и это очень странно. И, пожалуй, единственное место, где появляются люди, это телевизионный репортаж, где они как бы сами смотрят на себя со стороны, и вот там внутри телевизора вокруг них есть явная толпа. Во всех других случаях они в пустоте. И девочка, которая крутит головой, и которую он ей отдает сигару, она тоже в пустоте. И дальше мы начинаем замечать все больше и больше странностей. Мы вдруг видим, как наши герои падают со скалы в автомобиле и разбиваются. Ушли. Этим гадам опять повезло. По-моему, даже слишком. То есть само по себе их падение смонтировано так, что они после этого, в обычном нормальном кино, после этого они должны были умереть сразу. А они мало того, что не умирают, нам даже не показывают, как они выбрались из машины. Машина разбилась всмятку, а они в следующей сцене снова живые. И даже полицейский, который подходит, он говорит: странно, как они могли выжить? Я не понимаю, такого не может быть. Они не должны были выжить. Во всем этом нужно разобраться. Такое ощущение, что наши герои до какой-то степени бессмертны. И если вообще в целом об этой истории поговорить, то вся история, которая с ними происходит, мало похожа на правду. Вот то, как они сбегают из больницы, то, как они воруют машину, находят в ней $1 миллион, грабят банк, автозаправку, покупают одежду, падают со скалы и так далее, как их хватают бандиты, отпускают бандиты. Это все похоже на то, как два человека, которые должны умереть, фантазируют, как бы они провели свои последние несколько дней, какие бы желания они исполнили. И один другому говорит: мы воруем машину. Он говорит: да, а в машине в багажнике открываем, там $1 миллион, и за нами погоня, а мы такие. И вдруг тут, значит, и нас хватают полицейские, а одна из них такая красивая, и мы ей говорим: раздевайся, и она раздевается. То есть вся история звучит так, как будто бы ее рассказывают друг другу двое друзей. Упаси вас Бог подумать о том, что я намекаю на то, что они никуда не поехали, а все это их пьяные бредни, которые они пересказывают друг другу в момент, когда они сидят на кухне в больнице и пьют текилу с лимонами и читают стихи. Нет. Но признаки нереальности происходящего вот в этой истории, они просто нарочиты по всему. И по поведению второстепенных героев, которые мы пока не объяснили, и по самому событийному ряду и чудесному их неумиранию в разных ситуациях, где они должны были умереть. И по отсутствию людей в кадре.
Когда приходит финал, там вообще ощущение, что они находятся в ином пространстве. Вот перед тем, как они подошли к океану, перед тем, как они встретились со стихией, кстати, океан нами воспринимается таким же настоящим и натуральным, как первая бытовая часть, где они едут на вокзале. Океан настоящий, он огромная стихия. Так вот, за мгновение до того, как они подошли к океану, они вообще существуют на неком отсеченном фоне. Сзади них нет ничего, как будто бы они вне пространства полностью. И разумеется, когда я все вот это вот накопал, набрел и вытащил из сюжета, это заставило меня серьезным образом размышлять, что это, собственно говоря, такое, как с этим быть и почему наша с вами логика не понимает, что это такое. А наше подсознание говорит: я все понимаю. Я все понимаю, мне все здесь ясно. Я очень хочу, говорит подсознание, проживать это вместе с героями, вместе с ними ехать и вместе с ними умереть там. Мне там хорошо, говорит. То есть подсознание понимает, а мы не понимаем. Меня это бесит. Вот. Я сейчас попробую вам предложить некую свою трактовку, а вы уже либо ее до какой-то степени примете, либо на основе нее составите какое-то собственное мнение об этом фильме. Я считаю, что режиссер нас обманул. Что действительно в путешествии наших героев и в исполнении их мечт есть некая ирреальность, нереальность происходящего. То, что мы наблюдаем с момента их выхода из больницы, это, по сути дела, свершающиеся чудеса. В каждом фрагменте событий для героев осуществляется какая-то мечта. Помните, я говорил про мальчика, который ведет себя неадекватно и пытается всячески задержать героев, этих двух придурков, чтобы они не спустились к машине, которую наши пьяные главные герои пытаются угнать. То есть, по сути дела, мальчик в данный момент задерживает двух бандитов для того, чтобы те успели уехать. И по монтажу это понятно. И у нас возникает вопрос, а что, мальчик в курсе? Ну, как бы мальчик, он на кого-то работает. Мальчик, он почему задерживает? Почему вместе с ним это делают врачи? Обратите внимание, какая красивая девушка, коротко стриженная, ухаживает за мальчиком и накладывает ему там какие-то медицинские препараты. Удивительно красивая. Давайте пойдем дальше. Девушка, которая обслуживает их в магазине и продает им одежду. Она смотрит на них с такой улыбкой, с такой любовью, улыбкой, как будто бы она что-то знает про наших героев. Это не девушка в магазине, которая торгует одеждой. Она что-то знает. Давайте посмотрим на наших сумасшедших бандитов. Бандиты гомерически смешные. И несмотря на то, что они являются, на мой взгляд, копией бандитов из криминального чтива, они не являются бледной копией. Они прекрасные, они ужасно смешные, как твой нога. Да. И меня очень интересуют не только бандиты, сколько их босс. Если мы посмотрим на него внимательно, на кого нам намекает режиссер, глядя на этого босса, то мы неожиданно увидим, что тот чувак, который владеет борделем и посылает двух своих слуг перевести деньги, ужасно похож на дьявола. Вот это резное кресло, вот этот смеющийся человек, он страшный, он похож на дьявола. Хорошо, если у нас есть дьявол, то, может быть, у нас есть... Если мы вообще говорим о том, что эта идея связана с тем, как люди пытаются смириться с собственной смертью и поверить в чудо,
В то, что они не просто ложатся в землю и умирают, а в том, что на небесах только и разговоров, что об океане. И ты будешь там лохом, если не сможешь говорить о море, об океане. Но если на небесах говорят о море, это значит, что небеса есть. Это значит, что это история о том, как люди за 2-3 последних дня пытаются поверить в то, что и чудо существует, и смысл в жизни. Пусть он в шлюхах, бабках, красивых машинах, куреве, там, бабле, всем, чем, неважно в чем, важно, что чудо существует. И на мой взгляд, если у нас есть дьявол, у нас есть и Бог. Кончайте, придурков. Привет, босс. Это Ругерт Хауэр, который приходит в определенный момент и который их отпускает. При первом просмотре меня Хауэр в этой роли очень раздражал. Я не понял, зачем он пришел и тут же их отпустил. То есть, если он босс мафиози, который и был владельцем того $1 миллиона, но он должен был как-то, более тщательно опрашивать, выяснять, угрожать, приходить к какому-то решению. А фактически он вошел в кадр и сказал: какие планы, чуваки? Они сказали: мы хотим на море. Он сказал: давайте, на небесах только что и разговоров про море. Да, мы собирались на побережье. Мы никогда не видели море. Никогда не видели. Так поспешите. У вас мало времени. На небе только и разговоров, что об океане. Это еще один персонаж, который в ключевой момент, когда они должны были погибнуть, отпустил их. Но мафиози так не поступают. Аналогия не должна быть прямой. Не стоит на лбу у Хауэра штампа «Я Бог, я их отпускаю». Не стоит на лбу у начальника 2 дебилов надпись «Я дьявол, я пытаюсь их поймать». Не стоит у медиков, которые спасают мальчика, помогают ему, и у мальчика на лбу надпись «Мы ангелы, которые помогаем им осуществить их мечты». Но на что-то подобное нам режиссер точно намекает. И получается, что 2 человека, которые никогда не верили в Бога, 2 человека, которые вели обычную, бытовую, банальную жизнь, за последние 2 дня своей жизни учатся верить в чудо, учатся любить, учатся радоваться, учатся верить в то, что небеса есть, и там только и разговоров, что о море. И совершенно страшно и трагически. Для нас страшно. Принимают свою смерть на берегу этой стихии. Я понял. Бояться глупо.
И мы вдруг начинаем в этом фильме видеть символы. Я сейчас говорю даже не про распятие, которое упало и открыло тумбочку с текилой. Потому что выкатывающееся к их ногам поле из лимонов – это не бытовое пространство, в котором они сидят. У них все через край: поле из лимонов, огромный мешок с солью, $1 000 000, женщины, которые их любят, бандиты, которых они побеждают, полиция, которая не может и не очень хочет их догнать. Им все, кто был, помогли реализовать то, что они не успели. Это чудо от начала и до конца. Чудо спряталось под маской бытового существования. И я вам скажу так, что если из этого фильма вычесть чудесную составляющую, если поправить сюжет так, чтобы все персонажи вели себя по-настоящему, чтобы вокруг них были бытовые люди в течение всего фильма, чтобы продавщица в магазине вела себя не как понимающие, что происходит, и помогающие им, а как обычная продавщица. Если бы в больнице мальчик был обычный, и врачи были обычными, и все произошло как бы случайно. Если бы мафиози были, пропал бы шарм. Оказывается, если вычесть из этого фильма чудо, которое было от нас спрятано, а наше подсознание его видело, фильма не остается. Поэтому я аплодирую мастерству режиссера. Кстати, я пытался найти еще какие-то толковые его фильмы и не нашел вообще ничего. Я еще поищу, но я смотрел, что он снимал, бредятина полнейшая. Просто бредятина. Неважно, кто был автором, неважно, кто протянул эту тайную историю из следующих друг за другом чудес. Неважно. Важно то, что есть картина, которая сложилась, и которую по праву можно назвать культовой. Вот сейчас уже после разбора можно сказать, что это не кондовая история, а что это тонкая подмена, тонкий обман для зрителя, который воспринимает это: да, два чувака, круто, украли машину, всем надавали по морде, уехали и умерли на берегу. Я тоже так хочу. А у человека сердце рвется от сострадания, потому что чудо, хоть он и не хотел этого, оно в него каким-то образом проникло и его каким-то образом включило в переживание, возможно, даже в чем-то изменило. Вот в чем сложность механизма этого фильма. Достучаться до небес. Я очень хочу, чтобы вы фильм пересмотрели, чтобы вы поотлавливали эти странности, и чтобы история с чудом связалась у вас в голове в еще более стройную картину. И посмотрите, как приходит Хауэр. Посмотрите, что за ним стоит, какая идея. Тот, который отпустил их на море. Вот чему я посвятил прошедшую неделю. Это был последний ролик в рамках проекта разбора культовых фильмов. Это не значит, что я никогда не буду разбирать культовые фильмы. Это значит, что вот данная тема, она подошла к концу. И следующим этапом я намечаю сделать проект по самым любимым, самым мощным, самым замечательным старым комедиям. Ну, старым не потому, что я буду брать только старые комедии. Там, в джазе только девушки. Вот как бы вот в том направлении. А просто потому, что век комедий, он остался немножко позади. То есть, так как меняются наши вкусы, меняются наши предпочтения, мы все больше движемся к фильмам про супергероев, чудо-баб, акваменов, значит, человек-муравей, мальчик-мышь. А смеяться мы разучились. То есть, фильм «Елки», фильм... Сейчас хотел страшно как-то пошутить, но, в общем, не смешно. Да? То, что в последнее время называется комедиями, комедиями не является. Ну, «1+1». Хороший комедийный фильм. Может быть, я его возьму, может быть, нет. Я пока еще не принимал это решение. Но ближайший проект я посвящу именно лучшим комедийным фильмам.
И буду не просто смаковать и рассказывать о том, насколько они хорошие. Я буду вскрывать принцип смешного, потому что об этом стоит говорить. Быть смешным и трогательным зачастую гораздо сложнее, чем быть трагичным и серьезным. Поэтому вот это путешествие в комедию мне очень бы хотелось совершить. Значит, подведем итоги. В рамках проекта культовых фильмов мною были сделаны разборы фильма «Звездные войны. Эпизод 4», фильма «Призрак в доспехах», фильма... Вот здесь начинается склероз. Сейчас я вспомню. «Темный рыцарь», «Бойцовский клуб», «Достучаться до небес» и что шестое? Это не важно. И учитывая, что на каждый ролик я трачу около недели времени жизни, получается, что один ролик с моего сайта, он окупает производство очень длительное и очень подробное всех остальных роликов. Колоссальное спасибо всем, кто меня поддержал и кто этот ролик с моего сайта забрал за вознаграждение, потому что это позволяет мне делать для вас качественную работу и не останавливаться. Низкий поклон просто вот вам, серьезно, без шуток. Спасибо, ждем следующий проект.